Всем привет! В этом видео я покажу вам свои самые любимые места в Питере. Считаю, что их должен увидеть каждый турист. Дам полезные советы и расскажу интересные факты. Я прожила в Питере много лет и точно знаю, какие достопримечательности стоит увидеть. Вы можете использовать мой список как готовую программу на несколько дней. Загляните в описание под видео. Там я оставила для вас много полезной информации со ссылками. Начать знакомство с городом стоит с Невского проспекта. Основные достопримечательности Санкт-Петербурга расположены именно здесь. Пройдите от площади Восстания до Адмиралтейства. По пути стоит несколько раз повернуть на соседние улочки, чтобы увидеть максимум. Полюбуйтесь Александринским театром. Отыщите все творения Карла Росси на площади искусств. Насладитесь величием Казанского собора. Завершите прогулку на Дворцовой площади. А если вы любите искусство, посетите Русский музей и Эрмитаж. На моем канале вы можете найти отдельное видео про Невский проспект, в котором я показала главные достопримечательности и составила для вас готовый пешеходный маршрут. А это летний сад. Зеленый уголок тишины и безмятежности в центре Санкт-Петербурга. Он был заложен в 1704 году по указу Петра I. Император мечтал создать собственный парк, который ни в чем бы не уступал лучшим садам Европы. Четкая планировка, изысканная архитектура, аккуратно постриженные деревья. Летний сад во все времена называли жемчужиной в парковом ожерелье Петербурга. Сад настолько огромный, что занимает целый остров, который носит одноименное название. Со всех сторон его омывают реки и каналы. Обратите внимание на причудливую ограду парка и полюбуйтесь летним дворцом Петра I. Летний сад можно посетить бесплатно. Часы его работы я прописала под видео, чтобы вы не потеряли эту информацию. Набережные, мосты, реки и каналы – все это тоже важные достопримечательности Санкт-Петербурга. Уделите им время. В Питере больше 100 набережных, общей протяженностью около 150 километров. Часть из них находится под охраной государства. Советую погулять по Дворцовой, Английской и Университетской. Если вы мечтаете полюбоваться разводом мостов, приезжайте в Санкт-Петербург в теплое время года. Самым красивым разводным мостом в Питере считается Дворцовый, тот самый открыточный мост. Также рекомендую Благовещенский и Троицкий. Они уникальны своей двукрылостью. А еще советую полюбоваться Питером с воды. Возьмите часовую прогулку по рекам и каналам с аудиогидом. У вас получатся замечательные снимки, и вы узнаете много любопытных фактов. Лучше бронировать билеты заранее. Это гарантирует вам место на кораблике и обойдется дешевле, чем на причале. В описании под видео вы найдете ссылку на экскурсию, которую я брала в этом году. Рекомендую! А вот и одна из моих самых любимых достопримечательностей Питера. 27 мая 1703 года по чертежу Петра I на небольшом острове в устье Невы был заложен первый камень Петропавловской крепости. Именно этот день считается датой основания Санкт-Петербурга. С этого момента и начинается история города.
Полюбуйтесь ангелом на шпиле Петропавловского собора. В это трудно поверить, но размах его крыльев составляет 4 метра. Тут же стоит осмотреть Невские ворота, усыпальницу русских императоров и памятник Петру Великому. Дождитесь полудня. Как и в былые времена, в крепости в 12:00 ежедневно стреляет пушка. Побывайте на песчаном пляже Петропавловской крепости. Это очень необычно. Одно из моих любимых мест в Питере – парк 300-летия. Он расположен прямо на берегу Финского залива. Здесь можно спуститься к воде или погулять по многочисленным зеленым аллеям. В парке находится новый символ Петербурга – небоскреб Лахта-центр. Его высота 462 метра. Это самое высокое здание Европы и самый северный небоскреб в мире. Уже скоро в башне заработают офисы, планетарий, рестораны и кафе, спортивные клубы и многое другое. С 83 по 86 этажи будут располагаться обзорные площадки. Вход в парк 300-летия бесплатный в любой день. Подойти к Лахта-центру вплотную пока нельзя, так что делайте снимки со стороны. Рядом с парком 300-летия расположен торговый центр Питерленд, внутри которого находится главный аквапарк Санкт-Петербурга, хорошие магазины и фудкорт с панорамными окнами. Побывайте на Крестовском острове. Его атмосфера отличается от той, что царит в центре города. Стадион «Газпром-Арена» – удивительная постройка, напоминающая космический корабль. Полюбуйтесь им, даже если не любите футбол. Стадион команды «Зенит» действительно впечатляет. Тут же расположен Приморский парк Победы. Он редко попадает в списки достопримечательностей Питера, а жаль. Здесь есть роскошный фонтан, озеро с лебедями и десятки уютных аллей. Этот парк хорош в любое время года. Также на Крестовском находится парк развлечений Дива-остров. Если вы приехали в Питер с детьми или просто любите повеселиться, обязательно побывайте на аттракционах. Вход сюда бесплатный, все развлечения оплачивают на месте. В Дива-острове есть огромные американские горки, качели, колесо обозрения и многое другое. Сюда стоит сходить на целый день. А это мой любимый Елагин остров. Если вы приехали в Санкт-Петербург в мае, вам очень повезло. В конце весны в ЦПКИО имени Кирова проходит ежегодный фестиваль тюльпанов. В парке высаживают 1000 луковиц самых необычных сортов. Это стоит увидеть. В любое другое время парк на Елагином острове тоже достоин вашего внимания. Он со всех сторон окружен водой и занимает площадь около 100 гектаров. Елагин остров считается памятником природы регионального значения. Пруды с утками, любопытные белочки, цветы и деревья – это место покоряет многих туристов. Главные достопримечательности парка – летний императорский дворец и Масляный луг. Еще тут работают кафе, есть бесплатный мини-зоопарк, прокат лодок и спортивного снаряжения. По будням вход на Елагин остров бесплатный. Если центр города – это парадный Петербург, то Васильевский остров – это душевный и настоящий Питер. Знакомство с Васькой начинается у метро. Тут расположена знаменитая конка и часто играют уличные музыканты.
Особенность Васильевского острова – это уникальная планировка. Здесь 3 основных проспекта – Малый, Средний и Большой. Они параллельны друг другу, а перпендикулярно им расположены не улицы, а так называемые линии. Важнейшая достопримечательность Петербурга – стрелка Васильевского острова и растральные колонны. Это идеальная гармония городской архитектуры и бурной Невы. Также интересны набережные Васильевского острова. Тут сфинксы, возле которых загадывают желания, дворец Меньшикова, Кунсткамера и другие достопримечательности. С Васильевского острова можно полюбоваться панорамой парадного Петербурга по ту сторону Невы. Сначала погуляйте по линиям и проспектам. По ним доберитесь до стрелки и двигайтесь по набережной до красивого здания Горного института. Кстати, именно тут я получила высшее образование. Наверное, поэтому я люблю Ваську больше любых других мест в Питере. Прогуляемся по Московскому парку Победы. Здесь вы увидите 7 прудов, зеленые лужайки, аллею героев и миниатюрный храм. Покатайтесь на катамаране или просто погуляйте, наслаждаясь свежим воздухом. Полюбуйтесь Генеральским домом, башней со шпилем на углу Бассейной улицы. Дойдите до станции метро Московская. Здесь вас ждут знаменитые танцующие фонтаны. Это один из самых красивых водных комплексов в городе. Прямо за ним расположен Дом Советов, важная достопримечательность и блестящий образец сталинской архитектуры. Если вам нравится этот стиль, прогуляйтесь по Московскому проспекту. Уверена, что вы сделаете десятки фотографий. В последнем пункте я объединю пригороды Санкт-Петербурга. Советую побывать хотя бы в одном из них. Про каждый пригород я сняла отдельное видео. Кронштадт – это морские ворота России. Город-крепость, построенный на острове Котлин, окруженный фортами. Осмотрите Петровскую набережную, побывайте в музее-макете фортов Кронштадта. Посетите Никольский морской собор. Выборг – уютный средневековый город. Это уголок старой Европы в России с интереснейшей историей. За один день в Выборге можно увидеть парк Монрепо, замковый остров, рыночную площадь и другие достопримечательности старого города. Попробуйте легендарный выборгский крендель и привезите его в подарок близким. Съездите в Царское село. Здесь вас ждет великолепный парк, шедевр русского барокко Екатерининский дворец и янтарная комната, которая окутана множеством легенд. Не забудьте про Петергоф, знаменитое детище Петра I. Здесь огромный зеленый парк, 150 фонтанов, 4 завораживающих каскада и, конечно, роскошный Петерговский дворец. Загляните в описание под видео. Я прописала название достопримечательностей, самую полезную информацию и дала наводки на экскурсии, которые понравились мне больше всего. Ставьте лайк этому видео. Я очень старалась сделать его максимально полезным и удобным для вас.
Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.